Всем большой привет! В сегодняшнем видео мы с вами продолжаем нашу колористическую серию «Мои самые необходимые цвета для портрета». И сегодня мы поговорим про розовые и фиолетовые. У нас осталось буквально одно видео помимо этого, поэтому если вы еще не устали, не соскучились от этой темы, то оставайтесь со мной и продолжайте смотреть. Итак, и начнем мы с вами с розовых. Самый первый цвет у нас это кобальт фиолетовый на пигменте P Violet 14, однопигментная краска. Когда я первый раз увидела этот цвет на выкраске, я подумала о том, что вряд ли когда-нибудь вообще смогу им работать, потому что он был очень мылкий, очень тяжело набирался на кисть, очень такой пастозный. Сейчас он у меня немножко подсох, но это частая история со всеми кобальтами, в этом нет ничего страшного. Также его можно размыть. Но затем моя жизнь акварельная изменилась просто на до и после, когда я познакомилась с этим пигментом. Несмотря на то, что в нем нет белил в составе, он выглядит с таким очень очевидным разбелом. И при этом он потрясающе гранулирует. Использую его очень часто как основной холодный розовый в работе. Если розовый мне нужен для замесов и если мне нужна текстура кожи. Очень ловко ее имитирует. Далее, опять же, если мы говорим про замесы, какой-то ненасыщенный розовый, а такой вот мягкий, спокойный, то очень хорошо в этом у нас выступает вот такой роуз от Van Gogh на пигменте PRS 122. Укрывистый розовый оттенок, такой цветочный, с подтоном в холодный и тоже такой белесый сам по себе. Тоже люблю его использовать в замесах и часто использую как основной розовый холодный. Такой же роуз, только Рембрандт, на том же пигменте PRS 122, но белильный. В составе есть белила, при этом он чуть более яркий и звонкий, чем предыдущий цвет. Видите, он чуть более такой насыщенный, более пигментированный получается. Оба хороши, тут зависит от того, какой вам просто больше нравится, я бы сказала. Несмотря на то, что здесь есть белила, они совершенно никак не конфликтуют в замесах. То есть очень хорошо мешается также красочка по тем же принципам, что все остальные однопигментные безбелильные розовые. Также популярный у меня цвет, очень быстро улетает, это тоже уже подходит к концу, Хинокридон Роуз. Это тоже Рембрандт. Также использую как базовый холодный розовый. Любимый цвет многими художниками, так как он прозрачный, отлично мешается с множеством других цветов и очень часто его используют в триаде, в основной триаде цветов вместо красного. То есть используем хинокридон розовый, да, и какой-то синий, и какой-то желтый. Очень хорошо себя в этой триаде проявляет. Дает сбалансированные, красивые, богатые оттенки, все возможные для любых жанров. Его я использую, когда основной холодный должен быть довольно звонким, при этом довольно насыщенным. И если он также еще где-то есть у меня в работе, например, на губах где-то, да, на внутренней части губ, на подсвеченных областях кожи, например, когда у нас подсвечиваются какие-то хрящевые участки, типа уши, нос, где цвет на солнце становится более красным, более розоватым, то есть, где цвет должен быть, в принципе, более звонкий. Тогда я использую хинокридон вот этот, и, в принципе, в растяжке вы видите, что они все очень-очень похожи между собой. Далее тоже хинокридон. Этот хинокридон Rose Magenta. Предыдущий, конечно, у нас однопигментный, это P Violet 19. Этот у нас тоже однопигментный, тоже PRS 122, но другая его вариация. Очень частая история со многими пигментами, что они имеют множество разных оттенков. Поэтому когда вы вроде бы смотрите две краски с одинаковым составом, но при этом они ведут себя по-разному, есть вероятность того, что у вас просто другой вид конкретного пигмента. Самое, наверное, обширное количество вариаций имеет пигмент
Red 101, да, железоокисная красная, которая просто невероятное множество оттенков имеет, и если она есть где-то в замесах, то попробуй угадай, какая из этих сотен цветов перед вами. Тоже очень люблю этот цвет, видите, тоже прекрасный холодный розовый, более звенящий такой, уже близкий к фуксии. Такая классическая маджента, красивый цвет, насыщенный, звонкий. Если вы любите флористику, да, какие-то элементы в работах более яркие, цветочные, то присмотритесь к нему, потрясающий оттенок. Дальше хинокридон красный-фиолетовый. Красно-фиолетовый — это как промежуточное между красным и фиолетовым, логично, да, но для меня это такой средний цвет перехода от розовых к фиолетовому, когда мне нужно, чтобы градиент был максимально мягкий, вот тогда я использую этот цвет, он чуть-чуть поглубже. То есть, когда мы говорим про переходе в более глубокий фиолетовый оттенок, вот на переходных он хорошо себя проявляет, он более насыщенный и он более глубокий по тону в самом плотном слое. То есть, видите, если я вот здесь его наберу, то он уже более, конечно, такой темный сам по себе. Это Red 202. Далее переходим к фиолетовым оттенкам. Здесь у нас первый марганцевый фиолетовый, тоже Rembrandt P-Violet 16. Этот фиолетовый оттенок потрясающий, красивый сам по себе. Как будто бы, знаете, тоже уже его с чем-то намешали, либо разбелили. Он гранулирует, и поэтому он, конечно, чуть сложнее набирается на кисть, но посмотрите, какой красивый он дает эффект. Тоже очень здорово использовать тогда, когда нужна текстура. Как базовый цвет лилового блика, например, если у нас освещение холодное, вы хотите сделать блики более лиловыми, очень красиво себя проявляет. В тенях я не стала бы его рекомендовать использовать, потому что он может дать ненужную плотность тени, сделать ее не глубокой, а глухой. Это не всегда уместно. Поэтому все-таки используйте на светлых и на средних тонах, потому что есть вероятность тени получить грязь. В тенях все-таки стоит использовать более глубокие варианты фиолетовых оттенков. Мы о них, скорее всего, поговорим вообще в следующем видео, потому что они для меня уже даже не столько цвет, сколько глубина тона. Ультрамарин Red от Daniel Smith на пигменте P-Violet 15. Тоже более каменистый, более плотный, сложнее набирается на кисть. И вы видите, что он в целом немного похож на марганцевый, только чуть холоднее. Если марганцевый у нас чуть более розоватый в подтоне, то этот чуть более синий в подтоне. Очень красиво. Для тех же целей я его использую и в тех же тонах. Просто оттенок немножко отличается. Дальше Mauve от Rembrandt. Двупигментная краска P-Violet 19, PB 15. То есть у нас идет здесь хинокридон розовый и фталоциан. За счет фталоциана, конечно, краска уже будет более насыщенная, более темная. И тоже я ее в основном использую в тонких каких-то слоях, полупрозрачная. Редко использую ее в тенях, хотя она, видите, уже гораздо более глубокая. Хинокридон Purple Bluish — это, соответственно, фиолетовый хинокридон с голубым подтоном. Тоже уже более насыщенный цвет, более такой читабельный, легче набирается на кисть, легко распределяется и тоже имеет невероятный подтон из двух, я бы даже сказала, оттенков, и голубого, и розового. Продолжаем фиолетовую нашу серию. Ультрамарин фиолетовый от Rembrandt, тоже, как и красный ультрамарин от Daniel Smith, довольно сложно набирается, но он уже не имеет розового подтона. Это чисто фиолетовый оттенок, белесый такой, спокойный, гранулирующий. Тоже люблю использовать для замесов и как основной цвет
холодного блика, полупрозрачно. Далее лаванда. Лаванда есть также у меня Рембрандт, но почему-то чаще я использую лаванду Ван Гог. На самом деле они довольно сильно похожи. Возможно, эта лаванда чуть более синяя. Отнесла ее тоже к фиолетовым, потому что использую замесы под тем же принципом, что и с фиолетовыми. Люблю также использовать ее для каких-то декоративных деталей и для каких-то подсветов, для набрызгов. Дальше уже пошли чисто звонкие, насыщенные фиолетовые. Вот такой цвет Миджелла. Называется он яркий, чистый фиолетовый. Тут 3 пигмента в составе: P-Violet 3, PB29 и P-Red 122. То есть, в принципе, такая же логика: красный плюс синий и плюс, собственно, фиолетовый. Очень-очень яркий цвет. Такой кричащий, звонкий фиолетовый с легкой розовинкой в растяжке, если вживую смотреть на него. То есть в растяжке, видите, он похож немножко на вот эти вот оттенки, то есть он имитирует марганцевый фиолетовый в растяжке или ультрамарин красный. И остались у нас последние 3 цвета. Карбазол фиолетовый, одна из моих новинок, это диоксазин фиолетовый, однопигментный фиолетовый цвет P-Violet 23. И при этом экстра насыщенный. Очень часто используют его как базовый основной цвет любой минимальной палитры акварелиста. Ну, потому что он, вот, что называется, истинный фиолетовый. Очень насыщенный, очень красивый, очень звонкий, с невероятно светящимся таким холодным синим подтоном. Далее тот же диоксазин, только в марке Ван Гог, тоже P-Violet 23. Здесь он называется перманентный голубой фиолетовый, фиолетово-голубой, что логично, вот этот голубой подтон этого фиолетового. Этот более теплый, видите, не знаю, насколько на камере хорошо видно, но этот более теплый. Тоже очень красивый, чистый, насыщенный, прекрасный, истинный фиолетовый цвет. Можете использовать как базовый, но имейте в виду, что параметры светостойкости у диоксазина считаются средними. Зависит, конечно, от марки. Где-то он быстрее выгорает, где-то медленнее, где-то вообще не выгорает. Это нужно экспериментировать. И последний цвет в этой серии у меня вот такой фиолетовый пурпурит. Это натуральный пурпурит от Daniel Smith. И он уже, конечно, уходит в более серые, более сложные оттенки. Относительно серый, конечно. Конечно, он не серый, но относительно всех, что мы сегодня выкрашивали, он уже более серенький такой. Это очень красивый фиолетово-коричневый оттенок, как будто бы его уже, знаете, с чем-то смешали. Как будто бы, собственно, смешали фиолетовый и коричневый. Потрясающе гранулирует. И в отличие от ультрамаринов, да, которые у нас как бы не гранулируют, а флокулируют, сами в себя распадаются, то этот распадается в дополнительный оттенок. Распад у него такого, в виде такого темно-коричневого, почти черного порошка. Покажу вам поближе. Так, ну и осталось выяснить, с чем же все это добро мешать. Ну, во-первых, какие-то близкие сочетания я сейчас рассматривать не буду, типа с красными, с синими, все это, мне кажется, более чем логично для получения как раз-таки еще более обширной части фиолетовых в вашей палитре.
я расскажу про сочетания, которые действительно для меня гораздо более значимые и гораздо чаще я их использую. Что касается розовых, то здесь самое для меня популярное сочетание это с желтыми, как истинные желтые, так и золотистые. В принципе, можете использовать и те, и другие, какие вам, собственно, больше нравятся. У меня это никель. Для получения персикового оттенка, который при высыхании в растяжке очень похож на натуральный бежевый. И в более плотном слое мне нравится использовать для губ, например, когда нам нужны какие-то более персиковые, нейтральные губы. Тоже люблю использовать, но только более плотно смешиваю эти краски между собой. Далее, это, конечно, все возможные псевдо-охристые и истинные охры. У меня нет практически охр в палитре, у меня есть какие-то мною намешанные цвета, которые похожи на охру. Ну, сути не меняет. Допустим, давайте с хинокридоном вот красно-фиолетовым покажу вам. Здесь, собственно, будет такая же логика, только мы понижаем тон. В чем фишка, да? Мы для чистоты замесов лучше использовать близкие по тону оттенки. То есть, например, я не смешиваю разбеленную розовую с каким-то коричневым, да, потому что коричневый может сожрать этот розовый цвет, а смешиваю его собратом, грубо говоря, да, из теплой базы. Это желтый. Точно так же, вот, допустим, красно-фиолетовый хинокридон, он уже плотнее, он уже глубже по тону. Здесь логично, соответственно, более глубокий оттенок желтого, желто-коричневого использовать. У меня это какая-то смесь, честно, не помню, что здесь, но явно что-то с грануляцией. Не столько это важно, любая охра, в принципе, тоже сработает не хуже. Для получения вот таких вот уже средних по тону, тоже довольно нюдовый, так скажем, кожаный оттенок. Опять же, губы, например, какие-то средние тона кожи. Стараюсь не злоупотреблять такими замесами, потому что если работать только ими, портрет будет максимально плоским и максимально таким иллюстративным. То есть я стараюсь крайне малое количество таких замесов использовать в работах, где-то, где цвет в работе действительно вот такой. В основном я стараюсь все-таки находить балансы между разными оттенками, которые я вам показывала в предыдущих видео из этой серии. Что касательно фиолетовых, то здесь в принципе все то же самое, можно желтые, можно коричневые. И я очень люблю также всевозможные рыжие и рыже-коричневые. Ну то есть мы как бы продолжаем эту логику, только уходим немножко в другую сторону, в сторону теплых. Допустим, вот с таким рыжим, который, к сожалению, опять же, я не могу назвать, что это за цвет, потому что здесь тоже какой-то мой замес. Допустим, мы берем наш марганцевый красивый, да, и наш рыжий. И здесь мы получаем более плотный оттенок, который можно назвать лилово-коричневым таким, цвет пыльной розы, ну как хотите, в общем, кому как нравится. Ну и плюс в данном случае он еще и будет гранулировать, из-за того, что у нас марганцевый гранулирует, тоже очень-очень красиво. С истинно коричневыми, я имею в виду, когда пигмент употребляется именно браун, то есть мы подразумеваем именно брауны. У меня нет истинно коричневых, опять же, в палитре, но есть имитация. Вот, допустим, мы берем наш фиолетовый и, например, вот с таким коричневым, тоже мой замес. Я извиняюсь, у меня сегодня вот как-то все мои замесы, но вы найдете их в любых марках, что-то похожее. Суть не в том, какой именно цвет использовать, а в том, в каких пропорциях и какие по тону оттенки вы мешаете с коричневыми. Ну, здесь, конечно же, просто богический вот такой прям цвет бархата такого. Велюры, цвет велюры. Даже я не знаю, как он будет выглядеть на камере, на деле это очень-очень красивый оттенок сливового. И последний — это замена черным. И здесь, опять же, лучше идти все-таки тонально по смесям.
То есть не смешивать, например, розовую, да, с черной, а смешивать, допустим, маув, который уже гораздо более плотный, более глубокий по тону. И, допустим, смешаем его с вот таким Spinel Grey PBK26. Здесь черный пигмент в составе, но можно использовать любые серые, от тинта нейтрального, заканчивая всевозможными авторскими серыми, которых очень много у Дэниел Смит, либо любые другие серые, какие вы любите замешивать сами. И вот такой плотный баклажановый оттенок мы получаем как замена черному. Чисто черные я не использую в работе. Во-первых, они выглядят всегда более жухло. При высыхании они не вписываются в общий баланс картины, они больше выглядят как такие визуальные дырки, провалы в работе. И вот такие цвета, они гораздо более гармонично вписываются во все возможные другие. То есть, если даже сейчас вы посмотрите, вот это пятно, оно визуально просто такая вырезанная дырка. А вот это уже сочно, это уже цвет, это уже вкусно сочетается со всем остальным. Поэтому я все-таки за то, чтобы миксовать какие-то оттенки, которые будут имитировать черный. И, кстати, об этом мы поговорим с вами в следующем видео в данной серии. Оно будет завершающим. Поговорим про все мои глубокие псевдо-черные с черными и без черных цвета. На этом у меня все. Я надеюсь, это видео было вам интересным и полезным. Если вы пропустили предыдущие видео из этой серии, то я создала отдельный плейлист на канале. Мои самые необходимые цвета для портрета. Я думаю, вы там все найдете. Смотрите их внимательно, потому что, думаю, что-то для вас должно все-таки быть в новинку. И, наконец-то, у вас отпадет этот вопрос: Леся, какой цвет кожи ты используешь? Вы убедитесь, что их огромное многообразие, невозможно сосчитать и спрогнозировать. Поэтому всем приятного просмотра. Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Буду признательна за любую вашу поддержку. Вы все это прекрасно знаете. И всем пока!